Добрый день, добрый вечер, доброй ночи, у кого какое время, и с вами я, Вивьена, и опять мы здесь о них. Очень вас спасибо за ваши подписки, за ваши комментарии, за ваши лайки, а также за ваши переходы и общение в группе Telegram. Ну и во всех других сетях, где я есть, а я есть и в ТикТоке, и в Зене, и в Инстаграме, и в Ютубе есть еще другой канал. Там мы больше говорим о жизни. И в ТикТоке я часто говорю о жизни. Так, а сегодня у нас вот такой расклад, чего ждать от него. И мы смотрим еще и на свече, магия свечи. Будем смотреть, чего ждать от него. Он не ожидал вообще, что ваше терпение лопнуло. Лопается. Давайте сначала посмотрим, какой он сам из себя, герой нашего времени. Знаете, какой? Сейчас у него такое состояние, что, ой, ну надо ждать. Наверное, вы найдете какой-то выход. Он все ждет. Какой-то выход будет. Ну вы же всегда вот выход находили, вы всегда там терпели. И вы найдете выход. Вот у него сейчас такое состояние. Вы всегда во всех ситуациях выход находите. Но он чего-то тянет, потянет, знаете, вроде бы как... И сам не хочу, но сам не могу, нет. Ну как же, тогда меня козлом отпущения? Не-не-не, это только пусть она, сама она. И вот, понимаете, то, что сейчас происходит, и у него в голове тоже, мы-то входим в эту голову, когда вот, девочки, вы пишете, я знаю, что он любит. Ничего вы не знаете, вообще не знаете, что он думает. Потому что показывать и действия даже могут быть совершенно одни, а у человека в мыслях другое. Люди все актеры, помните об этом. Мы все на сцене. Только изредка меняем маски. Мы меняем маски одну на другую. Запомните, это главная истина человеческого существования. Так, что у него? Да, ему очень хотелось бы, чтобы налажена была взаимосвязь, чтобы все было по-прежнему. И он думает, что если он на вас как-то надавит, так посильнее прессом, то вы и сдадитесь. Но идут какие-то противоречия. Он это тоже понимает, что идут противоречия. И знаете, он как-то не ожидал, а он привык, что все напором. Как он сказал, так и будет. Вот и все, молчать. Пш. А это приходит, он понимает, что таким способом это приходит уже к концу. А река Волга течет, и радость другую может принести. А здесь у человека лишь бы как-то решить, ну вот или силовым путем, или чтобы вы все решили. И ему хотелось бы, чтобы было постоянство. Он без вас как-то вот ему плоховатенько ему. Но никто не будет какашечки убирать и трусики грязные от других тетенек стирать. Ему нехорошо. Да, может быть, даже человек приложится к бутылочке, к рюмочке или еще к чему-нибудь такому фу-фу, чтобы расслабиться. Картинка, видите, сама за себя говорит, да, какое-то питание. И что от него ждать? Сейчас мы это вот то, что у него как-то характеристика, а сейчас мы будем смотреть, что от него ждать. Но мы так уже посмотрели кое-что, что от него ждать. От него ждать, что на вас он все возложит. Он считает, что... Баб терпел и терпеть будет. Так что от него ожидать? Потому что он увидел, что вы не согласны с той политикой партии, которую ведет он на территории вашего государства. Вашей семьи. Вот он вышел он. Ну, конечно, он любимый, дорогой, замечательный, родной. Он же у нас любимый, дорогой, замечательный, родной. И мы... А знаете как? Он и боится одиночества. А сейчас мы сначала посмотрим, потом на картах продолжим. Мы посмотрим, что ожидать от него. Что ожидать от него? Он вышел королем чаш. Понятно и ясно, что от него ожидать. И вообще нарциссик наш любимый. Любит себя очень. Но это неплохо. Любить себя надо не обязательно. Особенно девочки, любите себя. Если вы не будете себя любить, то никто вас любить не будет никогда. И хороший кусочек пирожного сначала сами съешьте, а все остальное вот на них разделите. Так, теперь мы смотрим, что... Так, мы сейчас карту, чтобы вот так вот. Что
От него ожидать? От него ожидать мелких пакостей, от него ожидать, что он, может быть, будет запрятывать денежки какие-то, потому что денежки какие-то есть, и он где-то запрятывал. Что у него ожидать? Ведь сразу идет знак вопроса, он сам не знает. Он сам не знает, что ожидать. Очень много, как я говорю, мелких монет. Идет, да, сила, вот эта вот руна, которая похожа на букву «П». То есть идет, что только силой можно решить. Что от него ожидать? От него ожидать сердечных переживаний. Он тоже переживать будет. Тут прям сердце тут прям выпало. Если видите, то видите. Потому что камера может искажать. Что от него ожидать? Вот так вот просто так без боя он не сдастся. Ему нужно обязательно будет как-то доказывать что-то. Или молча, понимаете, тогда будет очень он страдать. Он может сказать одним словом, позвонить, написать или что-то такое, что ну все закончилось. Но сердце у него болит. Как бы там он ни находился, в каких состояниях, сердце у него болит. Может быть, физически болит, может быть, действительно духовно болит. Что от него ждать? Этот человек, который не любит просить прощения. То есть, если он какое-то прощение просит, оно не искренне, потому что он считает, что он прав, потому что он прав всегда. Что тут еще идет? Идет, что он вспоминает какие-то вещи с вами, где вы ударили по его самолюбию. Есть еще одна женщина, которая, знаете, может быть, это мама, тетя, сестра, брат, сестра, говорю, брат, мама, тетя, сестра. Тут женщина идет, видите, ее видно, которая, так, может быть, немножко крупноватая в размерах, но не очень тощенькая, которая все время лезет и все время его пытается защищать и говорить о вас не очень такие лестные слова. Ну, тут больше идет по крови, ревность, эгоизм, поэтому что что-то, чего-то он может не дать. Ну, может быть, даже материальные блага. Очень часто мужчина уходит к любимой, и тогда мама остается без попечения, без такого попечения, как было раньше. Так, что ожидать от этого человека? Ну, от этого человека идет очень полное упрямство. Вот прям вот тут корона перевернутая, корону ему перевернули, хорошо, на место поставили. Идет очень сильное упрямство. Человек не будет сдаваться. Вот, да, ведь как какаду, прям нос у него сидит, попой отвернулся. Прям вот тут четко прям попугай, какаду, попой отвернулся. Помните, такой был мультфильм про попугая? Вот такой же. Что тут еще от него ожидать? Знаете, тут человек надеется на то, что все проблемы, которые возникают в отношениях, то это можете решить только вы. А если его что-то не устраивает, то он может сказать, что ну а кто ты есть? Кто ты есть, иди туда, тебе и честь. Хотя страдать он будет. Просто он хочет поставить таким образом на место. Но у вас уже терпение переполнено, а он не понимает. Он не понимает, что вот видите, чашка уже вот из этой плошки все выливается. Это ваша кровушка выливается, это ваши соки выливаются. Вы уже терпеть не можете, а он по-другому не может. Здесь или садится за стол переговоров, он прям как крыса, знаете. Ему вот как крысе. Потому что тут идет и припрятывание каких-то материальных средств. И он может, если что-то, он может у вас еще что-то и прибрать, будет считать, что это его. Или возвратить какие-нибудь подарочки. То есть у каждого по-своему ситуация. Вот что от этого человека ожидать. Давайте посмотрим дальше. Теперь уже в картах. Так, я поставлю эту свечечку сюда близко. Так, это пусть пока застынет. Мы потом еще посмотрим. Медуза тут получилась, медуз Гаргона. Так. Что ожидать от этого человека? Он вышел сам. Он вышел сам как эгоист. И вы тоже. Понимаете, и вы его пара, и вы тоже такая же. Ну, как такая же? Тоже королева чаш. Прекрасная, благоухающая. Что от него ожидать? И вот, вы видите, я перемешала колоду, и вышли все равно. Тут выходит, что вы в любом случае вас направили боги, и вы как пара. Но с королем чаш очень сложно. Это бывают и очень такие заглядливые на других юбочек мужчины. И вообще просто такие могут быть такие. Что от него ожидать? Он ожидает на то, что именно ваша сила все опять разрулит. Но он не ожидает, что ваша сила может усмирить даже и дракона, и змею. Но усмирять вас она больше не хочет. Так, что от него ожидать? От него ожидать... Знаете,
он вот хотел бы себя показать, что он действительно настоящий такой мужик, который монеты сторожит и вообще замечательный. А идет, что идет разрушение. Вот теми способами, которыми он строил отношения, а он их и не умеет по-другому строить. Так было у него, наверное, не наверное, а так и было в его у родичей, в его семье, то у него идет сейчас все на разрушение. Ваше терпение пришло к концу. И он понимает, что вы уже вылетаете из этого гнезда и можете вылететь сами, потому что ваше терпение приходит к концу. Но он надеется, что вы еще чего-нибудь вытерпите, если на вас еще поднажать. Вот так вот сесть и поднажать. Я чего кому сказал? Ты что не слушаешь? Или ты что раньше не слушала? Ну, а здесь идет вышла Верховного и Жрица, поэтому здесь есть у многих неоконченная пьеса для пианино. Здесь идет закрыто что-то, и у кого-то идет. Здесь нужно обязательно просматривать это лично. Пожалуйста, лично обращайтесь. Мои контакты под видео. И вот, пожалуйста, вы видите. Плюс потом все цифры. Писать Viber, WhatsApp, Telegram. Это и за чистками, и за предсказаниями. Вивиена не раскладчица товара на витрине. Вивиена ясновидящая, видит по потоку, и идет информация четко из информационного поля Земли, хроники Акаши. Вот такой у нас был расклад. Пожалуйста, пишите в комментарии, пишите, что вы увидели на отливке. Вот тут еще и медуза вышла. Прям медуза. Медуза, конечно, это не очень хорошо, потому что прозрачная, но кусающаяся. И я тут сказала, что тут есть женщина какая-то. Пожалуйста, пишите в комментариях «принимаю», «приобретаю». Радости и счастья себе желаю. И я вас жду в Телеграм. Ссылки тоже в описании. Пожалуйста. И будем там общаться. Пока-пока. Мы там общаемся на разные темы. Пока-пока.